Здравствуйте, уважаемые гости кофейни «Кофе, Шоколад». Мы очень рады, что вы сегодня все собрались здесь, в этот летний вечер, когда люди обычно отдыхают на дачах, на пляжах. Вот. У нас сегодня в гостях фотограф Кристофер Хервиг, который приехал сегодня в гости не только к нам в кофейню, но вообще в Саратов. Вот у него есть планы, о которых он потом нам расскажет. Сегодня на этом вечере будет презентован проект Кристофера Хервига, который называется «Советские автобусные остановки». В оригинале «Soviet Bus Stops». Вероятно, вы уже, многие из вас знакомы с этим проектом. И проект – это итог очень долгой работы, 12 лет. Кристофер Хервиг в течение 14 лет, 12 лет объездил 14 стран бывшего Советского Союза. Вот. И теперь он приступает к работе в России. Вот. У Кристофера уже издана книга, вот, в британском издании. Книга в британском издании, которую он сегодня нам, возможно, покажет. Эта встреча получилась довольно случайно и неожиданно. Вот. И этому предшествовала целая цепочка событий, которая связана, первое, с тем, что Кристофер решил приехать к нам, и второе – это Радический музей, сотрудник которого, Дарья Дмитриенко, познакомила с Кристофером Хервигом, и благодаря которой это событие имеет место быть. Вот. Сейчас Даша об этом расскажет, про то, что она хотела, что она может рассказать, как это все получилось. Вот. И потом уже передадим микрофон Кристоферу Хервигу. Спасибо большое, что пришли. Здравствуйте, меня зовут Дарья Дмитриенко. Как вы сказали, я работаю в Радическом музее. Ну, в общем-то, предыстория нашего знакомства с Кристофером, конечно же, это социальные сети, интернет — это великое зло, безусловно. Тем не менее, предыстория такова, что год назад я поступила в магистратуру, которая называлась «Феномен советского государства». Я, собственно, не планировала углубляться в эту тему далеко, но так уж вышло.
во время своих путешествий решила обратить внимание не только на то, что я обычно фотографирую, но и на советское наследие. Оказалось ужасно интересно. Конечно, первыми на глаза попали советские автобусные остановки. Они были потрясающе красивые, разные. Иногда их приходилось снимать буквально с трассы, то есть на бешеной скорости на какой-то, чтобы обогнать фуру, да. Но это было замечательно. Позже я выложила свои фотографии в интернет, ну, где, собственно, я и увидела Кристофера, а он увидел меня. Написал, что он приедет в Саратов. Естественно, я быстренько собрала компанию, потому что я очень хочу, чтобы все знали об этом замечательном проекте. Ну и вот наш вечер начинается. Я думаю, можем начинать, да? Спасибо большое, Дарья. Извините, мой русский это очень плохо, so сегодня I will get help with translation. My name is Kристофер Хервиг. I am a photographer from Canada, and right now I live in Amman, Jordan, mainly working photographing for the UN, the Syrian refugee crisis. Здравствуйте, меня зовут Кристофер Хервиг, я фотограф из Канады, и сейчас я работаю в Иордании. И снимаю. So this project here, is this working? So this project, which I call Soviet Bus Stops, is a project I've been working on for the last 16, 15, I don't know, it's been a long time. Many years, maybe 15 years, I think. Этот проект советские автобусные остановки, на котором я работаю 15 или даже, может, больше лет. The project started where I was riding a bicycle from London to St. Petersburg, and I had done many bike trips before where I traveled with my camera, and I found that at the end of the bike trips I was always very disappointed with the pictures that I would get. I often didn't have very many pictures because I would just photograph. I was waiting for something amazing to see, and it never happened while I was riding my bike. Этот проект начался, когда я путешествовал на велосипеде между Лондоном и Петербургом. Я много фотографировал и часто был неудовлетворен фотографиями, которые я получил. So I made a little game for myself that I had to take a picture of something, anything, for the entire trip, all the way across Europe, every hour. So every hour I had to find something interesting, even if it was something boring or ordinary, I had to photograph it and try and make it look beautiful. И я начал небольшую игру для себя, небольшой тренинг, когда я начал фотографировать каждый час что-нибудь из поездки. Каждый час что-то, что привлекло мое внимание. So I ended up, at the beginning I was very confused at what I was supposed to take pictures of, and I would take pictures of myself and I don't know, whatever. But then I started finding themes or things I could collect. So I would photograph power lines, and I would photograph people's clothes hanging on in their backyard, and I started photographing bus stops. Сначала я снимал разные вещи, фотографировал себя, какие-то разные темы, которые попадались. Потом я начал искать особенные темы, которые находились. Это были люди, это были автобусные остановки в том числе. And for me, this was a great exercise because it made me open up my eyes and look around so much more. I wasn't just thinking about going to St. Petersburg and how much my legs and my bum hurt from sitting on this bike. I was actually always just looking around and I'm thinking, okay, can I make that, I don't know, that sign look interesting? Can I make this tomato on the floor or apple that had fallen on the floor? Can I photograph that in a way in which it would be interesting? I would never have thought of doing it before, but on this trip I started doing that. Это было упражнение очень важное для меня, когда я был способен открыть, оно открывало мне глаза. Я начал смотреть и думать, как я смогу сделать это яблоко, интересно, как я могу сделать этот знак дорожный, интересно, как я смогу это фотографировать, как это преподнести.
when I got to Lithuania and crossed from Poland, this was the first, one of the first bus stops I came across on a small little country road near Kaunas. And since I'd already been photographing some bus stops through Europe, which were really boring, normal bus stops, but I got into this habit of trying to make ordinary things look interesting. Then I got to something that I had already been photographing, but then I was like, wow, this actually is interesting. I mean, this is a cool looking bus stop. Фотография была снята в Литве, в Каунасе. Тогда я подумал, что да, я смогу сделать эти фотографии действительно выглядеть замечательно. То есть я нашел тему. So for the rest of the trip through Lithuania and Latvia and Estonia, I started finding more and more of these bus stops and started getting hooked on photographing these bus stops. В путешествии по Эстонии, Литве и Латвии я начал фотографировать автобусы и автобусные остановки. So I had an exhibition of the pictures from my trip in Stockholm that year, and people kind of liked them, but then that was it. And it went in the back of my head, okay, these bus stops are kind of cool. My wife got a job in Almaty, Kazakhstan, working for the UN. Я начал делать выставки, люди приходили, им нравилось, но это было интересно, но потом моя жена нашла в Казахстане. Yeah, and so there I started traveling a lot around Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Когда я начал Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Азии.